Привет! В предыдущем видео мы начали вязать кроссовки для Розали. Вот что у нас уже получилось. Здесь мы провязали 14 столбиков без накида, и у нас получилось 14 петель. Теперь я беру розовую нить и буду вводить крючок в эти петли за задние полупетли. Здесь у меня первая петля. Вытягиваю из нее розовую пряжу. Делаю 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И вяжу 13 столбиков с накидом. Провязала, и во втором ряду делаю поворот и буду вязать за передние полупетли. Воздушную петлю не делаю, а сразу ввожу крючок во вторую петлю от крючка. Вяжу 12 столбиков без накида. Провязала и делаю один соединительный столбик вот сюда. В третьем ряду делаю поворот, 2 воздушные петли и буду вязать за переднюю полупетлю 12 столбиков с накидом. Ввожу крючок в четвертую петлю от крючка. Провязала. В четвертом ряду делаю поворот и буду вязать за передние полупетли. Воздушную петлю не делаю. Ввожу крючок во вторую петлю от крючка. Вяжу 10 столбиков без накида. Провязала и делаю один соединительный столбик. И в пятом ряду я делаю поворот и буду вязать за передние полупетли. Воздушную петлю не делаю, а сразу вяжу один столбик без накида во вторую петлю от крючка. В следующую петлю вяжу один полустолбик с накидом, то есть делаю накид, вытягиваю нить из петли и провязываю 3 петли вместе. Затем в следующую петлю вяжу один столбик с накидом. Дальше вяжу 2 столбика с накидом в одну петлю. В следующую петлю вяжу 2 столбика с 2 накидами. Делаю первый столбик. И в ту же петлю вяжу второй столбик. Затем вяжу 2 столбика с накидом в одну петлю. В следующую петлю вяжу один столбик с накидом. Дальше один полустолбик с накидом.
затем 1 столбик без накида и 1 соединительный столбик. И вот я провязала последний ряд этой части. Так что теперь нить можно обрезать. Я вытягиваю ее и закрепляю узлами с изнаночной стороны. А этот хвостик я потом свяжу с другим хвостиком. Сейчас он появится. Осталось связать боковую часть розовой пряжей. Я ищу 2 крайние петли вот этой полукруглой части. Здесь вот остались полупетли. Это последняя полупетля, а это предпоследняя. Я ввожу сюда крючок и вытягиваю из нее нить. Делаю одну воздушную петлю и сюда во вторую полупетлю вяжу 1 столбик без накида. Дальше я перехожу на передние полупетли этой части и вяжу 38 столбиков без накида. Захватываю переднюю полупетлю я провязала, и теперь с этой стороны вяжу 2 столбика без накида в последние 2 петли вот этой белой части. Это у меня последняя петля, а это предпоследняя. И я провязываю в них по столбику без накида. Во втором ряду я делаю поворот, 1 воздушную петлю и буду вязать за передние полупетли. Здесь в начале я делаю прибавку, то есть провязываю во вторую петлю от крючка 2 столбика без накида. Дальше вяжу 39 столбиков без накида. Провязала и в последнюю петлю тоже делаю прибавку. То есть вяжу 2 столбика без накида в одну петлю. В третьем ряду делаю поворот, 1 воздушную петлю и во вторую петлю от крючка вяжу за передние полупетли 43 столбика без накида. Я провязала, и в четвертом ряду делаю поворот, 1 воздушную петлю и снова буду вязать за передние полупетли, начиная со второй петли от крючка. Здесь сначала я буду делать убавку, то есть провязываю 2 столбика без накида вместе. Вот так. Дальше вяжу 39 столбиков без накида.
провязала и в конце тоже делаю убавку, то есть провязываю 2 столбика без накида вместе. Пятый ряд похожий на четвертый, только вместо 39 столбиков без накида я буду вязать уже 37. То есть я делаю воздушную петлю, сначала одну убавку, все петли вяжу за переднюю полупетлю, вяжу 37 столбиков без накида, и в конце делаю тоже одну убавку. И последний шестой ряд вяжу аналогично четвертому и пятому. То есть делаю поворот, одну воздушную петлю и за передние полупетли вяжу одну убавку, тридцать 5 столбиков без накида, я провязала и осталось сделать одну убавку в конце. Все, кроссовки связаны. Теперь обрезаю нить. Этот хвостик закрепляю узлом с изнаночной стороны, а эти хвостики вывожу на изнаночную сторону, связываю их и обрезаю. Здесь у меня получилось большое отверстие. Я его стягиваю вот таким образом. Все, и осталось сделать застежки. Для этого я беру резинку шириной 6 мм, отмеряю по 3 сантиметра, и отрезаю 4 такие части. На один кроссовок я использую 2 такие части. Я одеваю на резинку вот эти круглые части кнопок зубьями в стороны. Затем крючком затягиваю резинку вовнутрь. Одна кнопочка будет цепляться в этой полоске с краю, а другая в этой полосе. Тоже делаю с другой стороны.
Я ввожу острые части кнопки в полотно. А хвостик резинки зажму другой частью кнопочки. Вот таким образом. С одной стороны сделала. И теперь также делаю с другой стороны. Примеряю кроссовочек на куклу. Вот такое натяжение получается. Если вы хотите, чтобы резинка была натянута слабее, то можете взять резинку не 3 сантиметра, а больше. Но меня такое натяжение устраивает. Я делаю все то же, только выше. Вот что у меня получилось. И благодаря резиночкам его очень легко одевать на ножку. Благодарю вас за просмотры. Если вам понравился урок, ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые мастер-классы. Присылайте мне фотографии ваших работ, которые вы делали по моим урокам. Мне будет очень интересно посмотреть, что у вас получается. И встретимся в следующем видео. Пока!